Смерть — это конец или переход в другое состояние? Этот вопрос веками мучил человечество, но наука долгое время избегала его. Советские ученые, среди которых был и Бехтерев, проводили исследования, которые могли перевернуть наше понимание жизни. Они столкнулись с фактами, которые ставили под сомнение материализм и идею о том, что сознание умирает вместе с телом. Загадочные эксперименты и их последствия. В XX веке ученые начали фиксировать странные явления, происходящие с людьми в момент смерти. Изменение веса тела. В ряде экспериментов было замечено, что в момент смерти человек теряет небольшую, но фиксируемую массу. Некоторые гипотезы связывали это с уходом энергетической субстанции или души. Электрические импульсы мозга. Ученые фиксировали странные всплески активности мозга за секунды до смерти. Что это? Последний сигнал или выход сознания за пределы физического тела? Ощущение выхода из тела. Многие пациенты, пережившие клиническую смерть, описывали схожие картины. Они видели свое тело сверху, слышали разговоры врачей, ощущали, как их сознание находилось вне физической оболочки. Свет в конце туннеля. Это не просто миф, у тысячи людей по всему миру были идентичные переживания. Вопрос в том, почему мозг, находящийся в состоянии гибели, создает такие образы. Почему эти исследования пытались скрыть? Когда эксперименты начали показывать, что сознание может существовать отдельно от тела, началась волна скепсиса и давления. Советская наука была строго материалистической. Власти не хотели признавать идеи, которые ставили под сомнение официальную картину мира. Любые намеки на существование души воспринимались как ненаучные и могли привести к потере карьеры. Эксперименты с измерением изменения энергии при смерти были либо засекречены, либо просто уничтожены. Многие документы, относящиеся к этой теме, не дошли до наших дней. Кто стоял за запретом исследований? Вопрос о жизни после смерти выходил за рамки науки. Он затрагивал власть, религию и общественные устои. Если сознание действительно существует после смерти, это значит, что смерть не конец. Тогда встает вопрос, куда уходит душа? Почему люди с разными культурами описывают одинаковые ощущения? Эти открытия угрожали не только научному мировоззрению, но и контролю над обществом. Бехтерев был не просто врачом. Он изучал работу мозга, но понимал, что сознание — это нечто большее, чем просто нейроны. Он пытался найти ответы на вопросы, которые до сих пор остаются загадкой. Как работает память, если мозг поврежден? Почему умирающие видят одни и те же образы? Можно ли зафиксировать момент, когда сознание покидает тело? Чтобы найти ответы, он проводил эксперименты, которые позже засекретили. Шокирующее открытие. Что он нашел? Сознание продолжает работать после смерти тела. В ходе своих экспериментов Бехтерев фиксировал, что после остановки сердца мозг еще несколько минут подавал сигналы. Но это было не просто хаотичное электрическое затухание. Он видел, что определенные участки мозга продолжали функционировать, как будто человек еще что-то осознавал. Это ставило под сомнение всю концепцию смерти, принятую в медицине. Передача мыслей на расстояние. Бехтерев проводил эксперименты, в которых люди, не имеющие контакта друг с другом, могли передавать друг другу информацию. Он считал, что мысль — это не просто электрическая активность мозга, а особая форма энергии, способная существовать отдельно от тела. Эта идея напрямую вела к возможности существования сознания после смерти. Предсмертные состояния и выход из тела. Исследуя людей, переживших клиническую смерть, он собрал огромное количество свидетельств. Они все говорили одно и то же.
В момент смерти они видели себя со стороны. Они осознавали все, что происходило в комнате. Они чувствовали присутствие чего-то большего, чем просто физическая реальность. Бехтерев пытался найти этому объяснение, но классическая наука таких данных не принимала. Почему его исследования запретили? Эти открытия не просто противоречили официальной медицине. Они угрожали мировоззрению, на котором строилось общество. Если сознание не умирает, значит, смерть — это не конец. Если мысли могут существовать отдельно от тела, значит, материя не единственная реальность. Это рушило всю картину мира, на которой держалась власть. В Советском Союзе такие идеи были недопустимы. Любая теория, даже косвенно намекающая на существование души, считалась антинаучной. Многие исследования Бехтерева исчезли. Его эксперименты больше не упоминались в официальных публикациях. Научное сообщество избегало его гипотез, чтобы не попасть под подозрение. Но, несмотря на это, его труды сохранились. В советское время любое упоминание о потустороннем рассматривалось как антинаучная пропаганда. Даже намек на существование чего-то за пределами физического мира мог стоить ученому карьеры. Официальная наука ВС. Факты, которые невозможно объяснить. Современные ученые уже не отрицают того, что сознание может существовать отдельно от мозга. Американские нейрофизиологи подтвердили, что за секунды до смерти активность мозга резко возрастает. Ученые из Швеции зафиксировали, что мозг продолжает работать даже после полной остановки сердца. В Японии провели исследование, где умирающие пациенты видели образы своих родственников и описывали, как их что-то тянет в другое измерение. Но что это? Последние импульсы разрушающегося мозга или процесс перехода души? Что нас ждет после смерти? Официальная наука пока не дает четкого ответа. Но факты продолжают накапливаться, а запреты на эти исследования постепенно снимаются. Если сознание действительно не умирает, это значит, что смерть — это не конец, а новая форма существования. Вопрос только в одном: готовы ли мы к этому знанию? Теперь переходим ко второму блоку. Научный мир долго избегал темы жизни после смерти, но были ученые, которые не побоялись исследовать эту грань реальности. Одним из них был Владимир Бехтерев, человек, который глубже других изучал связь между сознанием и материей. Его открытия ставили под сомнение традиционные взгляды на природу человека, и именно поэтому многие из них оказались под запретом. Что изучал Бехтерев? Бехтерев был не просто врачом, он был пионером в исследовании мозга, психики и процессов сознания. Он доказывал, что сознание может существовать отдельно от физического тела. Изучал феномены предсмертных переживаний. Проводил эксперименты, фиксируя электрическую активность мозга умирающих пациентов. Искал доказательства того, что мысли — это не просто нейронный процесс, а нечто большее. Результаты его работы приводили к страшному выводу: человек не исчезает после смерти, а лишь меняет состояние. Эксперименты, которые потрясли науку. Запись импульсов мозга умирающих пациентов. В его лаборатории фиксировались странные всплески мозговой активности в момент смерти. Ученые не могли объяснить, почему мозг, который должен отключаться, наоборот, проявляет признаки активности. Феномен перехода сознания. Некоторые пациенты, пережившие клиническую смерть, рассказывали, что видели и слышали происходящее вокруг них даже тогда, когда их мозг уже не работал. Исследование феномена мыслетрансляции. Бехтерев полагал, что мысли могут передаваться на расстоянии, и сознание — это не только мозговая активность, но и некая форма энергии, выходящая за пределы тела. Почему его работы засекретили? Советская наука придерживалась жесткого материализма. Все, что выходило за его рамки, объявлялось антинаучным.
Власти боялись идей, которые могли разрушить контроль над обществом. Ведь если доказать существование сознания после смерти, это изменит отношение людей к жизни, власти и даже страху перед наказанием. Эксперименты Бехтерева изучали в закрытых институтах, но широкого распространения они так и не получили. Многие его работы уничтожили, другие засекретили. Последствия для науки. После его смерти тема исследований жизни после смерти практически исчезла из официальной науки. Но его гипотезы продолжали подтверждаться. В 2000-х годах нейрофизиологи начали изучать активность мозга в момент смерти и нашли схожие результаты. Западные институты признали, что сознание может работать отдельно от тела. Ученые из США и Европы стали подтверждать, что люди, пережившие клиническую смерть, описывают одинаковые переживания, которые невозможно объяснить химическими процессами мозга. Но вопрос остается открытым, почему эти открытия скрывались столько лет? Если сознание не умирает вместе с телом, тогда что происходит после смерти? Эти вопросы десятилетиями остаются без ответа. Совпадения, которые невозможно объяснить логикой, накапливаются годами. Некоторые факты настолько удивительны, что их долго пытались игнорировать. Но почему? Почему официальная наука не спешит объяснить явления, с которыми сталкиваются тысячи людей по всему миру? Если сознание продолжает существовать после смерти тела, то какие механизмы стоят за этим процессом? Свидетельства людей, переживших клиническую смерть. Тысячи людей, которые пережили клиническую смерть, описывают одни и те же события. Их рассказы настолько похожи, что случайность здесь исключена. Выход из тела, ощущение легкости и парения над собой. Видение своего физического тела со стороны. Осознание происходящего вокруг, несмотря на полную остановку сердца. Встреча с умершими родственниками или ощущение присутствия чего-то высшего. Эти люди утверждают, что во время клинической смерти они были полностью осознаны. Они слышали разговоры врачей, видели происходящее в операционной, а после возвращения в тело могли пересказать эти события. Но как мертвый мозг может что-то воспринимать? Почему отключенное сознание вдруг фиксирует реальность? Загадочные случаи осознанности после смерти тела. Подтверждений этому явлению гораздо больше, чем принято считать. Эксперимент с карточками. Врачи в реанимациях ставили изображения на верхние полки, которые нельзя было увидеть из обычного положения. Пациенты, пережившие клиническую смерть, рассказывали, что видели эти изображения, несмотря на то, что их глаза были закрыты, а мозг не функционировал. Записи разговоров. Некоторые пациенты после реанимации точно повторяли разговоры врачей и родственников, хотя официально были признаны мертвыми. Изменение веса тела. В ряде исследований было зафиксировано, что в момент смерти организм теряет небольшую, но стабильную массу. Что это? Уход души или побочный эффект неизвестных процессов? Осознанность перед смертью. Случаи, когда умирающие за несколько дней до ухода неожиданно становятся бодрыми, ясными, радостными. Они прощаются с близкими, предчувствуют свою смерть, а затем спокойно уходят, как будто переходят в другое состояние. Почему у них вдруг появляется энергия? Что происходит в эти последние часы? Совпадения, которые невозможно объяснить логикой. Дети, которые вспоминают прошлые жизни и дают точные детали о людях, которых никогда не знали. Люди, которые предсказывают свою смерть за несколько дней до ухода. Явление, когда часы останавливаются в момент смерти человека. Видение умерших родственников перед уходом. Электромагнитные аномалии в момент смерти человека. Такие истории известны по всему миру. Они повторяются снова и снова, но официальная наука пока не дает объяснения. Тайные знания древних цивилизаций о переходе в другой мир. Тысячелетиями разные культуры говорили об одном и том же.
Египтяне, тибетцы, индийские философы все утверждали, что сознание переживает тело. Книга мертвых в Египте описывает путешествие души после смерти. Тибетская книга мертвых рассказывает о том, как человек осознает свою смерть и проходит через несколько этапов осознания перед тем, как переродиться. Философия ведических учений утверждает, что после смерти душа сохраняет память и переходит в другую форму. Почему все древние цивилизации говорили об одном и том же? Они знали то, что наука только начинает открывать. Что говорят эзотерические учения? Современные эзотерики подтверждают, что сознание продолжает существовать. Они описывают несколько уровней реальности. Астральный выход — ощущение отделения от физического тела. Промежуточные миры — пространства, где сознание продолжает свое существование после смерти тела. Перерождение — идея о том, что душа не исчезает, а переходит в новую оболочку. Если все это правда, значит, смерть — это не конец. Это просто переход в другую форму существования. Но готовы ли мы принять эту истину? Если сознание не умирает, значит, мы живем в мире, который гораздо сложнее, чем нам говорят. Возможно ли, что сознание после смерти действительно куда-то переходит? Является ли наша реальность лишь одной из форм существования? Может ли наука когда-нибудь доказать существование души? Бехтерев пытался найти ответы на эти вопросы, но его открытия оказались слишком опасны для системы. Сегодня ученые снова начинают искать истину. И если гипотезы Бехтерева подтвердятся, это изменит не только науку, но и все представление о жизни и смерти.